В одном из своих видео я показал, что в моем телеграм-канале живет полноценный искусственный интеллект. То есть каждый, кто подписан на мой канал, может в один клик перейти в закрепленные сообщения, соответственно, начать переписываться или общаться с искусственным интеллектом на базе ChatGPT. Версию я вам не скажу, какая там работает. Мы периодически подключаем 3,5 версию, 4 версию, то есть в зависимости от дней недели, в зависимости от загрузки и в зависимости от качества ответов, которые, соответственно, они дают. Это не просто помощник, это полноценный маркетолог, который помогает, соответственно, с маркетингом, с предпринимательством, с продажами в моем телеграм-канале. И тогда я увидел большое количество вопросов под своими видео, типа, что еще может делать подобные помощники, какие еще есть функции, куда еще можно через API ключ подключить, соответственно, чат GPT. И в этом видео я вам подробно дам ответы на все эти вопросы. Привет, меня зовут Игорь Зуевич. Моя основная задача — это помогать предпринимателям, блогерам, фрилансерам, маркетологам, да и вообще обычным людям использовать искусственный интеллект в качестве личных помощников, делегировать им какие-то рутинные задачи и экономить на этом огромное количество времени. И в этом видео я вам расскажу, как можно использовать ключи API для того, чтобы подключить искусственный интеллект, то есть подключить полноценный чат GPT куда угодно, там, в Instagram, в Директ, в Telegram в качестве помощников. И также я вам расскажу о ролях, которые могут выполнять, соответственно, эти помощники. И для начала я вам расскажу, как это работает не в Telegram, а как это работает, например, у меня в Инсте. Вы видели, наверное, и сами 1000 раз уже обращали на это внимание, что в Инсте для того, чтобы набрать аудиторию, либо перевести аудиторию там, в свой Telegram-канал, либо еще куда-то, либо, может быть, что-то продать этой аудитории, все мои примеры, ну не все, наверное, большинство моих примеров будут все же связаны с маркетингом, потому что я сам занимаюсь маркетингом, предпринимательством, продажами, поэтому я не буду вам говорить на каких-то странных примерах. Нет, значит, смотрите, и проблема, которая возникает у пользователей Instagram, это что использовать в качестве лид-магнита. И многие используют в качестве лид-магнита какие-то там PDF-файлы, которые они отправляют людям. Эти PDF-файлы не индивидуальны, люди их там смотрят, быстро выкидывают и, соответственно, их не используют. Значит, я ждал, когда такая возможность будет, и теперь у нас есть возможность подключить к нашему Instagram Директу полноценный искусственный интеллект, который будет генерировать какой-то лид-магнит под их задачу. То есть, что я имею в виду? Смотрите, например, если мы раньше использовали таргетинг в Инсте и давали там контент-план, соответственно, люди скачивали этот контент-план, смотрели его и, соответственно, смахивали. Здесь нам пришла идея в голову использовать индивидуальный контент-план. И что это значит? То есть, мы используем индивидуальный контент-план, и мы выдаем человеку индивидуальный контент-план. Для этого он выполняет определенные действия. Например, пишет нам в директ какое-то ключевое слово, либо делает репост нашего Reels какого-то, либо делает какое-то упоминание у себя в профиле. Тут же включается чат-бот, который настроен у нас в Инстаграме. Он включается и задает несколько вопросов пользователю. То есть он его спрашивает, да, какой контент-план, соответственно, тебе нужен, какая твоя ниша, там, какое твое направление. То есть он задает 4 или 5 уточняющих вопросов, и, соответственно, после этого все эти ответы пользователя на вопрос передаются вместе с промптом в чат GPT по API, и чат GPT генерирует полноценный контент-план и отправляет его индивидуальный полноценный контент-план и отправляет, соответственно, его пользователю. Во-первых, это уже интерактив, то есть это уже взаимодействие. То есть Инста уже видит, что вы с ним переписываетесь, хоть это делается и через бот. Во-вторых, это индивидуальный контент-план, который составляет искусственный интеллект по нами заранее хорошо продуманному промпту, потому что у нас есть огромная база промптов. Ребят, все ссылки, которые я использую в своих видео, всегда есть в моем телеграм-канале. Обязательно переходите в разделе описания, ссылка на телеграм-канал, переходите в телеграм-канал, и к конкретному видео всегда есть ссылка и подробное описание. Ну и, конечно, подпишитесь на телеграм-канал, там очень много выходит пользы про искусственный интеллект и как его использовать в маркетинге и в личной жизни.
изучили, как искусственный интеллект, тот же там чат GPT может выдавать самые крутые ответы, и, соответственно, мы забили эти ответы, эти запросы в искусственный интеллект, и теперь он нам выдает реально крутые промпты для человека. Плюс человек отвечает на вопросы, и эти промпты идут с направлением именно для этого человека. И такие лид-магниты, такие раздаточные материалы, они уже несут ценность, потому что они разработаны для этого человека. В моем случае я использовал контент-план. Мы также внедряли в другие профиля, где мы использовали, например, для фитнес-тематики, мы использовали не контент-план, а индивидуально разработанный план питания, либо индивидуально разработанный план тренировок для человека. То есть мы в любой нише можем найти тему, которая беспокоит. То есть в качестве лид-магнита, которую раньше все отдавали, но теперь мы отдаем индивидуально разработанный. И вот это несет ценность, и это реально ценно людям. Соответственно, так это все внедряется через там специальные сервисы буквально там за 10-15 минут. Ну, конечно же, необходимо предварительно проработать. Мы задавали вопросы чат GPT, какие элементы мы можем выдавать человеку, какие вопросы необходимо задавать, чтобы он задал, сделал этот план индивидуальным. После этого, соответственно, мы все это реализовали с помощью чат-бота и с помощью подключенного искусственного интеллекта. Работает просто круто. И люди реально, они довольны, они делают репосты этих материалов себе в сторис и говорят, что посмотрите, напишите ему такое-то ключевое слово, и вы получите, соответственно, бесплатный контент-план. Плюс мы также можем включить в этот контент-план какие-то, в этот сценарий какие-то дальнейшие продвижения. То есть мы включаем туда какие-то ссылки. Типа хотите там на месяц там контент-план, соответственно, вы можете его купить здесь, индивидуально проработанный под вас. Хотите там на следующую неделю, вы то же самое можете сделать. И это реально ценно. Плюс мы говорим, что, например, мы продаем AI-воронки продаж, и, соответственно, мы говорим, что это все сделано с помощью AI-воронок продаж. Вы можете вписаться, соответственно, в следующую группу и использовать. И продажи реально крутые от этого. Поэтому первый способ — это использовать в качестве лид-магнита индивидуально простроенного лид-магнита, например, для Instagram. То же самое можно, в принципе, реализовать и в Telegram. Второе, как я использую API от ChatGPT для того, чтобы создавать себе полноценных чат-ботов. Вообще основная задача, полноценный искусственный интеллект, извиняюсь, чат-бот, основная задача вообще, когда мы строим какие-то, не знаю, там, воронки продаж, либо занимаемся маркетингом, наша основная задача — это сделать, подключить какие-то два инструмента. В данном случае мы также подключили инструмент по созданию чат-ботов и интегрировали туда полноценный искусственный интеллект. Как это теперь работает? То есть теперь каждый в моем телеграм-канале, я думаю, вы это уже тоже видели, может пойти в мой телеграм-канал и, соответственно, увидеть в закрепленных сообщениях AI-помощник. Он не понимает, да, что это, как это делается. Мы здесь ему, соответственно, рассказываем, что AI-помощник — это помощник, который позволяет обсудить любой пост, то есть проработать что-то. И, соответственно, в своих постах я об этом подробно рассказываю. Человек кликает на этого AI-помощника. Давайте вот здесь сотрем всю историю, чтобы можно было посмотреть, как это работает. И дальше у нас, ну, либо вот он кликает, попадает на AI-помощника, нажимает старт, AI-помощник представляется. И дальше мы можем, соответственно, в первое сообщение тут же отправить какие-то свои материалы. То есть из AI-помощника он уже превращается в полноценного AI-продавца. И здесь мы ему можем спросить, кто он такой. И он, соответственно, представляется. То же самое. Здесь вбит специальный промпт, который мы разработали специально именно для этого канала, в промпт, в котором заложены основные смыслы. То есть заложено, кто он такой, как он может отвечать, на какие вопросы он может отвечать, на какие вопросы он не может отвечать. Соответственно, чтобы он не врал, да, он периодически, соответственно, людям, как это говорят, не глючат, а уходит в галлюцинацию и начинает рассказывать какие-то небылицы. Такое тоже бывает. Соответственно, все это забито в промпт. И когда человек задает ему вопрос, например, там, создай мне контент-план на неделю, на месяц, придумай мне какие-то идеи для моего Reels-видео, либо для моего YouTube-видео, он тут же, соответственно, все это обсуждает. Также ему закидываются мои посты, и с ним можно обсудить любой мой пост. Например, просто скинуть ссылку, сказать, что давай обсудим, либо скинуть текст,
давай обсудим, соответственно, этот пост, что здесь, какую ключевую мысль хотел донести, соответственно, автор. Либо сделай мне похожий пост для меня. И за счет этого у людей, которые находятся в моем телеграм-канале, оно как бы появляется дополнительное вовлечение. То есть у них уже не просто есть какой-то телеграм-канал Игоря Зуевича, который, как и все, пишет какие-то полезные посты, полезный материал, но у него подключен телеграм-бот, с которым можно, соответственно, провести какую-то беседу. Вот читаете вы пост, вам скучно, охота что-то сделать интересное, вы заходите в телеграм-канал и, соответственно, в телеграм-бота, в ассистента канала и начинаете с ним общаться. Иногда охота спросить что-то у автора. Но мы не знаем, там авторы часто телеграм-каналов там либо заняты, там, либо что-то они где-то не читают комментарии, либо большой поток комментариев. А здесь, можно сказать, вы индивидуально общаетесь с автором канала. Мы сделали, то есть я сделал это в качестве AI-ассистента. Можно просто написать вместо AI-ассистента, написать, что это ваш профиль, ваш бот, через который вы общаетесь со своей аудиторией. Соответственно, человек будет переходить и думать, что он общается именно с вами. Мы здесь, я не стал, соответственно, идти на такое, я просто написал, что это мой AI-ассистент, который работает на искусственном интеллекте, и вы можете общаться с ним. Это не я. Но кто-то делает так, что это можно посчитать, что это полноценный человек. И задавать можно ему любые вопросы, но специально обученный промпт, он специально обучен на специальном промпте, который исключает какие-то ненужные вопросы, либо он исключает то, что может других людей там задеть, либо он не отвечает на какие-то там провокационные вопросы, да, чтобы не было никакого никаких предъяв, соответственно, этому AI-ассистенту. Очень удобно, советую всем внедрить такого AI-помощника в свой телеграм-канал. Следующий элемент, куда можно внедрить искусственный интеллект, это полноценная служба поддержки. Она также может внедряться по запросу какому-то. Например, вы в своем канале пишете, что вот служба поддержки через, соответственно, телеграм-бота. И к этому боту уже подключен искусственный интеллект. Правда в том, что 90% людей, которые задают вопросы, они 90% вопросов, они одни и те же. Соответственно, вы можете заранее прописать ответы в телеграм-боте, в искусственном интеллекте, в промпте в своем, как отвечать на те или иные вопросы. Скинуть ему этот файл, и он уже будет брать данные с этого файла и отвечать на вопрос людей, соответственно, так, как нужно вам, а не так, как он придумал. Это намного удобнее, это как бы можно даже не писать, что это искусственный интеллект, что это полноценный человек, который, соответственно, оператор отвечает. Особенно в больших компаниях, где сидят там по 5-10, соответственно, специалистов службы поддержки, они не справляются со всеми вопросами. У них есть, конечно, сценарий, есть готовые ответы, но все равно на это уходит время. На мой взгляд, сейчас можно подключить одного оператора, который будет смотреть за тем, как искусственный интеллект общается, соответственно, с вашим потенциалом, в качестве службы поддержки и, соответственно, отвечает на эти вопросы. Это намного удобнее, дешевле, и искусственный интеллект на таких задачах справляется не хуже, чем будет справляться, соответственно, ваш любой человек. Да, можно построить, как многие скажут, можно же построить специальный чат-бот, где будет много ответвлений. Но это сложно. Легче подключить искусственный интеллект, и он будет намного круче, чем вот эти вот ваши шаблонные ответы, которые будут выскакивать человеку при любом действии. Да? Выберите да, выберите нет. Зачем? Просто опишите свою проблему, и я решу вам эту проблему с помощью искусственного интеллекта. Следующее, что мы также используем на наших программах. То есть у нас есть курс по Reels, воронкам продаж, там есть специальный тариф с кураторами. В качестве кураторов там выступает искусственный интеллект. Искусственный интеллект на базе ChatGPT-4, в который загружена уже вся информация по курсу, и он отвечает, исходя из этой информации по курсу, плюс какие-то дополнения, которые помогают людям лучше изучить этот курс. Соответственно, то же самое практически как служба поддержки работает, но в данном случае это просто куратор, с которым можно общаться, и он на искусственном интеллекте. Также мы можем использовать там продавцов, которые выполняют такую же роль, которые зачем звонить, если можно переписываться с клиентом и делать это без оператора и с помощью искусственного интеллекта.
Это удобно, быстро, никого не напрягает, и он постоянно в процессе, соответственно, обучается, и вы в процессе добавляете в него какие-то новые данные. Вообще, вы можете внедрить искусственный интеллект в качестве чат-ботов куда угодно. Если вы раньше использовали классические схемы с чат-ботами, то теперь вам рекомендую все же подключить искусственный интеллект к вашим чат-ботам. Пускай ваши сценарии останутся, но если нужен какой-то нестандартный ответ, то легко подключается чат-бот, а вам на телефон приходит, искусственный интеллект, а вам на телефон просто приходит уведомление, что вот, либо не вам, либо оператору на телефон приходит уведомление, что вот сейчас ведет диалог искусственный интеллект. Вы, если переживаете, можете посмотреть, соответственно, как он отвечает, что он делает, это очень удобно. Поэтому есть много задач, которые может использоваться в качестве искусственного интеллекта. Да? Куратор для ребенка, репетитор для ребенка, ассистент, задачник, генератор идей. И все это на базе там Телеграма, Директа в Инстаграм, либо может быть WhatsApp. То есть вы можете подключить его куда угодно. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте мне нравится под этим видео. Можете протестировать моих AI-ассистентов. Ссылки все находятся под этим видео. Пока.